Привет, 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 песеры, с вами Морж, и, как я и обещал, основной, самый важный финал самой большой турнирной группы в РУ-сообществе, ссылки на нее в описании, ссылки на нее в закрепленном комментарии. В общем, нас ждет очень-очень интересный матч. Встречаются у нас сегодня Виталий Лесниченко против Левы Дудкина. Вот матч обещает выдаться максимально горячим. Значит, Лева у нас играет под эмблемой Манчестер Юнайтед, Виталий играет под эмблемой ПСЖ. Я думаю, будет это крайне интересно. Само собой, в комментариях пишите ваше мнение по матчу, по моим комментариям, да и вообще что угодно пишите. У нас тем временем матч начинается. Пока что у нас МЮ с мячом, конечно же. Передача идет на Неймара, Неймар пытается подключить Гуллита, но Аспи мяч перехватывает. Срезка, Райкард с мячом отдает хорошую передачу на Месси, но тут защитник оказывается первый на мяче. Потихонечку ПСЖ будет выстраивать свою атаку, Месси принимает мяч, отдает направо на Де Брюйне. Тут какие-то фотографии человеку пришли, ну ладно, бывает, ничего, мы на такое внимание не обращаем. Хрена себе! Вот просто хрена себе. Я слегка отвлекся, вы посмотрите на этот мяч. Что это вообще было? Вот что это вообще просто было? Это какой-то шедевр. Вот на самом деле это шедевр. Я не понял, это же была передача. Это была передача, которая просто влетела в ворота. Ну, дают, ребята. Я на самом деле, у меня сейчас челюсть отвисла. Да, такой мяч, конечно, пропустить, мягко говоря, обидно, очень-очень обидно. То есть, ну, по сути, это передача, но каким-то образом, просто волшебным образом мяч залетает в ворота. Ладно, ну, тем интереснее будет. Хорошая передача на Криштиану Роналду, пытается вывести вратаря. И какой момент Роналдо мог упустить, но, к счастью, повезло Пыжикам. Вейра оказывается первый на мяче и, само собой, забивает в пустые ворота. Да, развязочка, я вам скажу, ну, как-то очень-очень уж быстро. 2-0 у нас загорелось на табло, и, конечно, Манчестеру придется отыгрываться, что будет далеко непросто. Ну, будем надеяться, что это не последние мячи в этом матче. Конечно же, нам интересно, когда и много голов, и много моментов, и это все весело и здорово комментировать. Ван Дейк мяч перехватывает, Месси отдает на Де Брюйне, снова у нас ПСЖ в атаке, но здесь Канцело становится на пути к мячу, четко МЮ читал передачу. И спокойненько мяч забрали. Неймар делает обводку двойным касанием, прорывается по левому флангу, передача на Гуллита, пас на Вейру. Почему Вейра так в штрафной? И да, все-таки Манчестер отыгрывает один мяч на 15-й минуте. Ну что ж, интрига возвращается. Конечно, после такого гола от Де Брюйне, сразу быстрого гола от Вейры, для Манчестера сейчас важно было забивать, чтобы оставлять для себя какие-то шансы на победу, собственно, в этом турнире. И времени достаточно, поэтому нам только интереснее все это будет дело смотреть. В общем, отыгрывает Лева один мяч, Виталик наверняка немножко подрастроился, но быстрые два мяча, я уверен, греют его сердце. Гуллит передает на Неймара, снова Манчестер у нас в атаке, Месси пытался отдать в одно касание, не получается, и ПСЖ все-таки мяч теряет, но снова перехват, снова ошибка, и пыжики бегут вперед. Посмотрим, куда будет налево. На Неймара отдает ПСЖ передачу. Эрнандес подключает Неймара, но здесь Кулибали должен был быть первый на мяче. Верховая подача, никто на мяче не оказывается, и Облак мяч забирает. Что ж, посмотрим, что нам будет предлагать Манчестер. Идет заброс на Гуллита, Вейра, Левандовски, и Левандовски сразу же начинает забегание, скорее всего сейчас будет передача. Да, передача есть, но мяч до Левандовского, к сожалению, не доходит. Эрнандес отдает на Неймара на левом фланге, тут Киммих пытался он прочитать передачу, пытался сразу же перехватить, не получилось. И мяч все-таки уходит к Манчестеру. Неймар на левом фланге, передача на Ван Дейка, посмотрите, как высоко Ван Дейк поднимается. Срезки, много ошибок и много браков в пасе, к сожалению. Вот, не получается у Манчестера развить свою атаку, и снова у нас будет атаковать ПСЖ. Выходит мяч за боковую линию, будет аут, и 30 минут у нас уже прошло. 3 мяча мы уже увидели, кто-то берет паузу. Ну, наверное, какие-то там будет...
перестановке, а может быть просто кто-то почесаться захотел и взял паузу. Вот. Месси на правом фланге отдает на Аспи, разыгрывается Аспи с Месси, но Канцело становится на пути к мячу, и снова у нас в атаке Манчестер, то бишь Лева. Передача на Неймара не получается, Ван Дейк будет первым на мяче, пас Нойеру, думаю, потихонечку, привет Настюшке, конечно же, мне тоже интересно, красиво женщина. Вот. Но у нас в атаке ПСЖ. Передача на Де Брюйне, Месси, Роналдо. Конечно, такие сообщения слегка отвлекают от нашей футбольного настроения. Мне тоже интересно, что там пишут. Ну, как-то так. Облак передает на Кимиха. На правом фланге Кимих разыгрывается с Виерой. Виера сразу же начинает забегать. И пока что Месси смотрит, кому отдавать передачу. Лева подключает Гулита, но до Гулита мяч, к сожалению, не доходит. Месси. Хорошая передача на левом фланг на Виеру, но Кимих справляется с Виерой. Хотя атака ПСЖ продолжается, и Кулибали становится на пути к мячу. Здесь могло быть очень даже опасно. Тут еще и Криро мог мяч перехватывать. Да, вот если, конечно, так ошибиться, то будет, мягко говоря, неприятный, опасный момент, который вполне себе может закончиться и голом. Канцело отдает на Месси. Месси есть время и развернуться. Роналду пробивает, но защитник становится на пути к мячу. 1 минуту добавляют у нас судья к первому тайму. В первом тайме, в принципе, все было достаточно ярко. Первый гол вообще максимально шедевральный. Ну и заканчивать первый тайм мы будем на угловом. Давайте посмотрим, как его будут разыгрывать. Есть передача, но мяч выходит. Удара по воротам не произошло, к сожалению. Ну, будет угловой с другого фланга. Может быть, сейчас что-то опасное из этого получится. Передача, Кулибали первый оказывается на мяче, и Манчестер мяч выносит. Сейчас должен быть свисток. Да, свисток и свистит. Первый тайм 2-1 мы заканчиваем. Лева пока что у нас проигрывает, Виталий выигрывает. Первый гол просто шедевр, нереально крутой. У меня слов нет, эпитетов нет. Это было действительно мега-супер здорово. Ну и, конечно же, мы с вами ожидаем интересный второй тайм. Сейчас ребята пока что явно делают какие-то замены. Можно сказать, что это последний матч в 22-й части, который я комментирую. Я думаю, вы знаете, завтра у нас уже выходит 23-я часть. Надеюсь, будет много всего интересного. Вот, ну и, наверное, надо выспаться, потому что видосов придется писать много и на самые разнообразные темы. Нужно и по тактикам поговорить, и по стилям поговорить. В общем, много всего я этого обещал. Делать это уже в 22-й части смысла особого не имело, поэтому сделаю все это дело уже в 23-й. Ну и, само собой, ждем, конечно, эпичные карточки. Неймар на финтах пытается прорваться, но мяч забирает Нойер. Не получилась передача, и ничего опасного из этого не вышло. Так, Виталий начинает свою атаку, передача на Криро, Виера подхватывает мяч, снова передача на Роналду. Есть время, чтобы подумать, куда отдать, но, к сожалению, Криро мяч теряет. Хорошее забегание Месси по правому флангу от Манчестера. Передача была прочитана, Кулибали мяч перехватывает, и ничего интересного из этой атаки, к сожалению, не произошло. Неймар подхватывает мяч на левом фланге, передача на Кимиха, Кимих подключает на правом Месси, и сразу же отличная передача на Роналду. Да, Роналду будет выходить 1 на 1. Здесь нужно, конечно же, реализовывать этот момент. Роналду отлично, прекрасно просто открылся, и третий мяч влетает в ворота Манчестера. Да, с этим, конечно, будет сложно. Да, впереди, с одной стороны, у нас еще практически целый тайм, но 2 мяча отыграть, а желательно же забить еще и больше, и выиграть как бы этот матч, Леве будет сложновато, как мне кажется. Но нам тем интереснее смотреть. 3-1 у нас на табло, и 55-я минута, собственно, идет. Неймар делает передачу на Виеру в центре, Левандовский подхватывает мяч, хорошо отдает на Виеру, пас направо Месси, и до удара дело не доходит, по-моему, как-то замельчил уж сильно Лева с передачами. Криро подключает Виеру уже ПСЖшного. И есть время и подумать, и есть время отдать передачу. Но здесь Канцело становится на пути к мячу, и мяч перехватывает. В офсайде, да, судя по всему, оказывается игрок Манчестера. Да, в офсайде оказывается. Посмотрите, куда там Нойер вообще побежал. Где-то возле центра поля тусуется. Ну, Нойер у нас, как обычно, тусуется, не пойми где. Самое время сделать замены. Конечно, игроки уже подустали. Я смотрю, так, Холланд как суперсаб будет выходить, да, Кройф. На левом Мбаппе, направо Салах. Бекенбауэр на опорного полузащитника. Кстати, вот реально, в этой части тоже очень часто ставлю Бекенбауэра именно на опорного полузащитника. Как центральный защитник он мне что-то не заходит совсем. А вот именно как опорник с классной передачей Бекенбауэр прям решает. Ну что ж,
серьезное усиление атаки у ПСЖ. Не знаю пока, кто у нас будет заменен. Сейчас мы это все дело увидим. Но я уверен, что Виталий тоже какие-то интересные ходы припас. Причем достаточно интересная схема, которую он играет с 3 атакующими полузащитниками. Как вы видите, она себя показывает здорово. И 3-1 у нас ПСЖ пока что выигрывает. Кимих отдает передачу на Роналдиньо. Ага, Роналдиньо, судя по всему, у ПСЖ вышел. Вот... И кто еще, покажите. Так, Месси, Салах, понятно, это по Манчестеру, это мы все видели. Вейра, Бекенбауэр тоже понятно. Ну, кто у ПСЖ? У ПСЖ Кройф выходит вместо Месси, Роналдиньо вместо Неймара, тут пока опасный момент, а я смотрю за заменами. Криро, Мбаппе вышел на поле, и все, да, и все. Ну что ж, атака усилита у обоих команд, поэтому можно рассчитывать на что-то интересное. Салах отлично вырывался по правому флангу в штрафную противника. Мяч сохраняется у Манчестера. Тут пробивать нужно, конечно же. Попадает Мбаппе в защитника. Снова удар, снова защитник становится на пути к мячу. И мяч в ворота. Ну, пока не идет. Пока что не идет. Хотя мы понимаем, что Манчестер, конечно же, очень даже сильно старается. Лева, я уверен, будет пытаться что-то показать интересное. И у него явно есть какие-то и мысли, и планы, и главное, и скиллы, и умения, чтобы как-то перевернуть ход этого матча. Пока что мяч в ворота не идет, но 20 минут еще играть, поэтому все еще может быть. Передача идет на Кройфа, но здесь оказывается вратарь у нас первый на мяче, угловой пока что ничего интересного не принес. Кулибали, передача на Салаха, правый фланг, ошеломительная подача, но прямо в руки Нойера. Здесь, к сожалению, слишком уж близко к вратарю мяч шел, и острым этот момент не назвать. Идет забросик на Мбаппе. Мбаппе на мяче не оказывается. Манчестер пока что справляется с угрозами. Но тут нужно открываться и нужно идти вперед. У Салаха не получается прорваться, Эрнандес забирает мяч, сразу же передача на Мбаппе, и ПСЖ может сейчас организовать очень опасную атаку, она очень опасна и организована. Передача на Роналдиньо, тот прокидывал мяч, и Кулибали здесь отлично, конечно же, сыграл. В принципе, Мбаппе как-то немножечко протупил, мне кажется, должен был он быстрее открываться, и, само собой, был бы очень даже опасный момент. Передача от Кройфа, снова защитник становится на пути к мячу. Кстати, да, стоит отметить, Кулибали показывает себя очень хорошо в этом матче. Канцело отдает на Кройфа, Кройф подключает Мбаппе на левом фланге, сразу же передача на Канцело и снова на Мбаппе. Но передача Мбаппе такое себе, за него подавать это... Он завершитель. Причем, и тут получается и налево нападающий вышел чистый завершитель, и Салах справа тоже чистый завершитель. Это все-таки передачи, это не их работа. Кулибали... Ага, нет, не Кулибали, но все равно футболист Манчестера мяч перехватывает. Салах отдает на Кройфа. Кройф не получается зацепиться за мяч. Тем не менее, мяч остается у Манчестера. Холланд красивенько отдает пяточкой. Передача на Холланда. Хорошо, но можно уже было за Холланда пробивать. Зачем? Мне кажется, лишняя передача была. В принципе, уже за Холланда можно было пробивать. У него пушечные удары. С таких позиций он, конечно же, может убивать. Снова берется пауза. Наверное, ребята будут что-то менять. Ну, а я пока есть эта пауза, напоминаю, что ссылки на мой телеграм, ссылки на мою личку в телеграме, если вам нужны донаты с российских карт на андроиде, все это у нас в описании, в закрепленном комментарии, турнирная группа в описании и закрепленном комментарии, переходите, скоро в 23-й части у нас уже будет новый турнир, сможете поучаствовать, а если попадешь в финал, то и попадешь на мой канал. Передача идет, пробивает Холланд, но мяч в ворота снова идти просто отказывается. Вейра, передача на Кройфа, слева отлично подключается Роналдиньо, 2 минуты добавил арбитр, и Виталия, конечно же, уже можно поздравить. Уже, к сожалению, не отыграются. Что это было, я не совсем понимаю, такое ощущение, что был прожат пас, и Кройф поэтому отдал передачу, хотя мог пробивать в пустые ворота. Что ж, к сожалению, статистику ребята не записали, но все равно огромное спасибо за то, что записали матч, конечно же. Поздравляю Виталия с победой. Лева, ничего, я уверен, ты еще будешь в финалах. Матч классный, мне понравилось, свое мнение пишите в комментариях, все полезные ссылки в описании закрепленном. На этом прощаюсь, как всегда, ребят, Морж, как всегда, пока-пока.